一场大型狩猎即将开始。看我发现了什么！一族呢？有劲！ Горный отшельник, или владыка горы, одарил Ло Фэна множеством сокровищ, и тот успешно вернулся на землю, чтобы отомстить за Сюй Синь, напугав Бролина и Короля Меча, заставив их преклонить колени и признать поражение. Далее Ло Фэн начинает свою охотничью экспедицию в Звездной башне, решительно побеждая 9 могущественных экспертов. После теплого воссоединения с женой Ло Фэн и Сюй Синь провели некоторое время вместе. Он встретился с учителем. За эти 6000 лет Ло Фэн многое пережил. Он вспоминал дни смертельно опасного наследования. Учитель внимательно изучал его сознание и силы, отмечая, что его связь с законами пространства значительно укрепилась, а признание законов позволило освоить телепортацию и расширить возможности всех 3 тел. Разговор перешел к боевым навыкам. Ло Фэн рассказал о том, как использовал броню Яньшень и свои особые способности для сражений с императорами, о постепенном освоении брони генерала и солдата. Учитель был поражен силой Ло Фэна и его уникальными методами, отмечая, что чем сильнее он становится, тем более значимым и ценным он является для всего человечества. Ло Фэн разрешает кризис семьи в виртуальной вселенной. После непродолжительного общения с Сюй Синь он возвращается в Звездную башню. Хотя, следуя наставлениям своего учителя, владыки горы, Ло Фэн не может убрать Звездную башню и должен оставить ее на прежнем месте, он в конце концов является ее хозяином. Он ясно видит каждую ее часть, зная, сколько могущественных людей там обитает, где они находятся и чем занимаются. Первоначально Ло Фэн намеревался проверить, находится ли король Небесного массива все еще в Звездной башне, чтобы отомстить. В конце концов, тот устроил ему засаду 6000 лет назад, и если бы не его старший брат Пути, он, вероятно, погиб бы. Однако Ло Фэн обнаружил, что король формации уже покинул Звездную башню. Чтобы разобраться с ним и его людьми, Ло Фэн запланировал яростную охоту внутри Звездной башни, выслеживая могущественных людей на вершине силы короля. Он должен был победить их. Ло Фэн использует разумные формы жизни Звездной башни, чтобы найти их. Под руководством короля тяжелых стрел он знает, кто из них наиболее силен и в чем их скрытые способности. Поэтому Ло Фэн начинает охоту. Однако те, кто достиг предела уровня короля, не желают становиться рабами, предпочитая самоуничтожиться и долгие годы ждать, пока мастер вселенной поможет им воскреснуть. Поэтому поначалу все идет не так гладко. К счастью, Ло Фэн находит способ напрямую ранить их до потери сознания, а затем использует секретную технику контроля душ мириадов сердец. Надо сказать, что Ло Фэн практически жульничал, побеждая одного за другим мастеров уровня короля, а также мастера пикового уровня короля. Всего было 9 бессмертных уровня короля. Это были король тяжелых стрел, король очищения сердца, король железного флага, король печального амулета, король великолепной радуги и другие. Вид этих 9 слуг, стоящих за Ло Фэном, был поистине невероятно крут. Ло Фэн добился блестящего результата. В битве охоты Башни Звезд его имя снова прозвучало в сердцах всех. Раньше короля Речной Клинок считали лишь сильным воином среднего уровня, неспособным соперничать с элитой Башни Звезд. Однако во время охоты никто не знал, что Ло Фэн подчинял себе духовных рабов, и потому многие решили, что такие мастера, как Король Радуги, погибли. При этом процесс приручения 9 рабов душ оказался далеко не простым. Только неудачных попыток у него было несколько десятков. Это означало, что он убил десятки пиковых королей, а порой даже тех, кто достиг предела уровня короля. Как тут не вызывать страх и уважение? Теперь король Речной Клинок по силе стоит в одном ряду с королем Семи Мечей и другими величайшими воинами. Однако за его голову была назначена крупная награда. Король Судьбоносной Смерти объявил награду за убийство Ло Фэна. После того, как тот потряс всех своими победами и показал себя на охоте в Башне Звезд, стало очевидно – у него есть величайшие сокровища.
поэтому многие захотели убить его и завладеть ими. К счастью, Ло Фэн сумел скрыться, иначе последствия могли быть тяжелыми. Разве не впечатляет, что Ло Фэн сумел починить себе 9 сильнейших рабов? Затем он лично ведет этот отряд в сферу двойной спирали. Ло Фэн отправляется на жестокую месть королю Небесного Массива, поклявшись отомстить за его нападение. Король Небесного Массива, не желая сдаваться, посылает сигналы бедствия, что в конечном итоге приводит к тому, что Ло Фэна осаждают могущественные фигуры из разных фракций. 6000 лет назад король формации устроил засаду на Ло Фэна и во время битвы за запечатанные звезды убил других могущественных существ, разграбил многочисленные сокровища, а затем отдалился от Звездной башни. Но награбленные сокровища купил оружие и могущественные артефакты, чтобы усовершенствовать себя. Затем он повел своих людей в путешествие к Двойному Вихрю, одному из самых опасных полей битвы на 7-м поле битвы внешних владений. Малейшая ошибка могла привести к смерти, но Ло Фэн лично повел отряд вместе со своими 9 рабами уровня короля к Двойной спирали, чтобы отомстить. Ло Фэн по-настоящему одержим этим врагом и тщательно подготовился к мести. Он хотел либо убить его, либо поработить, и Ло Фэн исполнил свое желание. Видя, что его вот-вот убьют, король Небесного Массива решительно разослал сигналы бедствия по окрестностям, заявив, что на него охотятся другие расы. Согласно традиции, всякий раз, когда могущественный человек получает сигнал бедствия от своего сородича, он должен прийти на помощь. Вскоре множество могущественных людей устремились к месту происшествия, следуя координатам, указанным королем Небесного Массива. Однако, прежде чем прибыть, Ло Фэн уже взял короля Небесного Массива, поэтому люди устремили свои взоры на короля Речной Клинок Ло Фэна. Все знали, что он обладает могущественным сокровищем, поэтому Ло Фэна немедленно окружили и атаковали. Однако Ло Фэн не был слабаком. Он тут же устроил резню, показав им, к чему может привести его оскорбление. Нас ждут интересные события. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о рабах Ло Фэна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!